Жил на свете жучок. У него был домик, щелка в ветхой стене. Сидел он с утра до вечера в одиночестве в своем домике и печалился. И вот однажды жучок подумал: до каких пор жить мне в одиночестве? Не пойти ли поискать себе друга, чтобы с ним коротать время? С этими мыслями вышел жучок из дома и отправился в путь. Долго он шел, пробирался через камни и кочки, сквозь травы и цветы. Вдруг навстречу ему выскочила лягушка. Увидев жучка, лягушка остановилась и спросила: «Жучок, куда это ты идешь? Скучно мне в одиночестве», – отвечал жучок. «Вот я иду искать себе друга. Оставайся, будешь моим другом», – продолжала лягушка. «Со мной не заскучаешь? Как запою я нежным голоском, так вся грусть твоя пройдет». «Ладно, я согласен. Но только вот скажи, если я вдруг кем-нибудь прогневаю тебя, что ты со мной сделаешь?» – спросил жучок. «Если я рассержусь, – сказала лягушка, вытаращив глаза, – то возьму тебя за ноги и утоплю в воде. Не болен я и не горю в огне. Такое наказание не по мне», – ответил жучок и пошел дальше. Навстречу ему еж. Остановил он жучка и спросил: «Эй, жучок, куда ты идешь? Скучно мне в одиночестве», – сказал жучок. «Иду искать себе друга. Будем друзьями», – предложил еж. «Оставайся со мной. Я стану оберегать тебя от всех бед». «Что ж, я не прочь», – ответил жучок. «Только скажи, если ты вдруг почему-нибудь рассердишься, что ты со мной сделаешь?» «Тогда я проколю тебя своими иглами», – сказал еж и ощетинился. «Не болен я и не горю в огне. Такое наказание не по мне», – ответил жучок и пошел дальше. И опять путь его лежал через камни и кочки, травы и цветы. Добрел он до какого-то дома и видит, из двери высунулся мышонок. «Жучок, жучок, что ты задумался и куда идешь?» – спросил мышонок. «Нет больше моих сил терпеть одиночество», – ответил жучок. «Хочу найти друга, может, легче будет. А я ведь тоже ищу себе друга. Знаешь что, давай-ка дружить», – предложил мышонок. «Ты будешь подметать пол, убирать мой дом, готовить мне обед, а я стану приносить домой все, что раздобуду. Вот и заживем на славу». «Ну что ж, я согласен», – сказал ему жучок. «Но скажи мне вот только, если ты вдруг рассердишься, что ты со мной сделаешь?» «Да хоть 1000 раз рассержусь, но ударю тебя кончиком хвоста, да и все на этом. Вот ты по сердцу мне вполне, я вижу, ты дружок по мне», – обрадовавшись, сказал жучок. Мышонок с уважением и почестями принял жучка у себя в доме, и стали они жить вместе и дружить. Мышонок каждый день уходил из дома, возвращался со вкусной едой, стучал в дверь и говорил: «Мой дружочек дорогой, сладкоусый, милый мой, я зерном пришел домой и изюм несу родной. Друга милого встречай, дверь скорее открывай». Жучок, заслышав эти слова, стремглав бежал к двери и распахивал ее. Потом готовил вкусный обед. После обеда мышонок и жучок отдыхали да беседовали. Так и жили довольные. Однажды мышиный царь давал обед. Мышонка тоже пригласили, и он отправился в гости, да не как-нибудь, а со своим другом. «Посмотрите-ка на этого мышонка!» – закричали мыши, сидевшие на почетных местах. «Он забыл нас всех и подружился с каким-то противным жуком. Посмотрите на этого мышонка, хорошенького друга он себе отыскал, ничего не сказать!» – закричали мыши, сидящие у входа. «Ах, бедный мышонок!» – воскликнула дочь мышиного царя. «Так хорош собой! И надо же ему было подружиться с этим черным безобразным жуком». И дочь мышиного царя
полная ревности и ненависти, стала думать, как бы разлучить мышонка с жучком. Как-то раз мышонок по своему обыкновению отправился за едой, а жучок остался один дома. В это время дочь мышиного царя, до красна раскалив щипцы для углей, пробралась к двери и запела голоском мышонка. «Мой дружочек дорогой, сладкоусый, милый мой, я зерном пришел домой и изюм несу родной. Друга милого встречай, дверь скорее открывай». Жучок, ничего не подозревая, побежал открывать дверь. Но как только дверь приоткрылась, дочь мышиного царя ударила его по голове раскаленными щипцами. Жучок упал без чувств. Тут злая мышиная принцесса, схватив жучка за ноги, бросила его в ручей. Течение подхватило жучка и понесло его все дальше и дальше. Когда спустя некоторое время жучок пришел в себя и открыл глаза, он увидел на берегу муравья и простонал: «Конь твой пегий вихрем рад, стремена его звенят. Мне, бедняги, послужи, другу милому скажи: эй, мышонок, мой дружок, сердцу дорогой жучок, тонет он, упал в ручей, помоги ему скорей». Муравей, услышав это, кинулся на поиски мышонка, нашел его и рассказал все, что произошло с жучком. Мышонок со всех ног бросился к ручью, нашел жучка и протянул ему в воду лапку. Но жучок не забыл обиды и не принял его лапку. Мышонок заплакал в горести и промолвил: «Ах, мохнатый мой жучок, лапку протяни, дружок, я принес зерна, изюма, почему ты так жесток?» А жучок в обиде и досаде ответил: «Не нуждаюсь я в зерне, не давай изюма мне, от щипцов царевны злой голова моя в огне». Но мышонок вытащил жучка из воды, обласкал его, привел домой и стал залечивать его раны. Вскоре жучок выздоровел, и зажили они дружнее прежнего. Но после этого случая мышонок дал себе слово никогда больше не ходить в гости к мышиному царю. Аудиорассказы от Эдемы и Лай.